Итак, друзья мои, всем доброй ночи. А сегодня у нас есть еще один повод показать все книги в начале, а после будет сюрприз. Итак, давайте начнем. Те, которые были изданы до или после, сейчас не будем отделять. Просто еще раз обновлю список книг. И для тех людей, которые мне пишут: здравствуйте, у вас есть книга какая-то напечатанная, вот можно заказать и все прочее. Давайте изначально скажу. Заходите на канал, и сверху есть несколько отделов. Вот там, где написано о канале, нажимаете, там есть номер телефона Яна. Книгами занимается Яна. Мне насчет книг писать не нужно, я все равно отправлю к ней. Я все равно отправлю ее номер, потому что я не занимаюсь книгами. Мои книги отправляет, объясняет о книгах все, что нужно знать, все, что хотите знать и прочее, прочее. Яна. Она занимается моими книгами. Она редактор моих книг и художественный оформитель, и она занимается моими книгами. Я не смогу все вместе сделать, это просто невозможно физически. Далее. Мои книги делятся на книги для всех, то есть все люди могут их делать, эти ритуалы, заговоры могут брать, и ритуалы для практиков, работы, которые могут проводить только практики, практикующие ведьмы, колдуны всех мастей. Далее. О моих книгах сведений есть на канале. Набирайте «Ведьмина изба», официальный сайт. Канале. И на канале, да, на сайте официальном. В Гугле. Просто набирать «Ведьмина изба» сайт. Выходит мой сайт. И там есть раздел «Книги». Нажимайте, и все книги перед вами, содержание и прочее, прочее. Далее. Все работы, которые есть в моих книгах, собственно говоря, 70% этих работ бесплатно выставлены. Это для тех, у кого нет возможности приобретать мои книги. Пожалуйста, можете взять и пользоваться. На моем сайте есть раздел, называется «Форум». В этом форуме есть все заговоры, ритуалы, которые... И еще раз объясняю, нам пришлось одно время на 3 месяца спрятать канал, потому что были атаки на мои другие каналы. Многие дочерние каналы точно так же сделали. Спрятали на время, потом открыли. Потому что многих из них, собственно, удалили. Вот. И когда мы открываем канал по новой, то все тексты под роликами, которые мы выложили, они исчезли. И вы сами понимаете, только на этом канале почти 3700 с чем-то работ. Это нереально выкладывать по новой все эти ритуалы. Но все тексты есть на моем сайте. Вот вы набрали, посмотрели, какой-то ритуал вам понравился из моих каналов. Мой канал, дочерний канал, вот понравился. Вы хотите этот заговор сделать, а внизу нету. Наберите то же самое название в Гугле и напишите рядом текст. И выйдет на моем сайте текст. Я не знаю уже, как разжевывать. Все сделано для того, чтобы было удобно, чтобы человек, даже будучи где-то там в каком-то глухом месте, где невозможно, собственно говоря, найти ничего, ни мои книги, ничего под рукой нету, этот человек может набрать и в Гугле, в Яндексе найти мой канал и найти текст ритуала, который нужен. От всех бедствий. Когда вы приходите ко мне, я объясняю: пожалуйста, изучите мой канал 3-4 месяца хотя бы, потом напишите, потому что очень может быть, что вы найдете вопросы, то есть ответы на все свои вопросы. Я для этого и создала канал, чтобы помочь за один раз много тысяч людям. Понимаете, чтобы каждому не объяснять. Потом, на любой случай жизни у меня есть ритуал. Я веду эти каналы уже
11 лет почти. И из них вот 7 лет очень активно. Поэтому огромное количество работ я вам подарила. Они все рабочие, они все проверенные. Они все уже были на каналах, люди уже их проводили, благодарили. Все эти работы. То есть в мире есть очень много заговоров, ритуалов, но они сработают у профессионалов, то есть у практиков. У обычного человека они не сработают. Там нет ключей. То есть там нет того, что поможет обычному человеку сработать на... чем отличаются эти работы? Вот практикующий человек, он заставляет работать любой ритуал и заговор на основе своей силы. А у обычного человека, обычно это не значит, что вы одинаковы. Есть люди сильные, энергетические, есть люди очень интеллектуально развитые, есть простые люди, есть люди, которые 2 книг не читали в жизни, а есть люди профессора, понимаете? Но, имея в виду силы, данные для определенных работ в магии, человеку это не дано. То есть не каждому человеку это дано. И вот тому человеку, который это не дано, у него нет личной силы, чтобы суметь заставить этим ритуалом работать для себя. И здесь приходят на помощь ритуалы уже готовые. То есть ритуалы, для которых не нужно иметь особую силу. Их достаточно просто начитать и сделать так, как там сказано. И оно уже сработает. Понимаете, вот о чем речь. Вот в чем преимущество моих работ, если там сравнить с другими работами, другими ритуалами. То есть ритуалы не только у меня есть, они были тысячелетиями и будут. Но не у всех ритуалы сработают у обычных людей. Для меня любой ритуал, любой заговор, который я возьму, где угодно, источник не важен, сработает, потому что у меня есть своя личная сила. Для людей, которые занимаются магией много лет, их очень мало, но они, естественно, есть. Им это дано. У них тоже это сработает, понимаете? На личной силе. Но для обычного человека, который, например, продавцом работает на рынке, у нее не сработают такие ритуалы, которые просто взяты там в газете, не знаю, в журнале, в каких-то книгах магии, на сайтах, не сработают. А вот эти ритуалы сработают. Почему? Потому что здесь учтено все. Здесь уже есть те слова, есть те обороты речи, есть те вызовы тех духов, которые помогают, невзирая на то, есть у человека сила или нету. Итак, давайте начнем. Вот это мои книги. Надеюсь, я не забыла еще. У меня такое ощущение, что это не полная коллекция. Ну, ладно, по ходу дела вспомню. Они все сейчас есть в наличии, должны быть. Яна все время их переиздает, заказывает по новой. Мы еле успеваем, если честно. У нас уходит огромное количество книг. Невзирая на то, что все эти работы, практически все, там, я говорю, 30%, которые я не успела показать или которые нельзя показывать, скажем, вот только. Вот 30%. Которых нету на сайтах и каналах. Пользуясь случаем, еще раз говорю, для дочерних каналов. Я очень благодарна тем людям, которые замечательно ведут дочерние каналы. Спасибо большое. Вот вы учитываете просто. Человек попросил и сказал, возьмите мои работы. Да, в России нет рекламы, сейчас не подключено, но подключено в других странах. Еще вернут эту рекламу. Пользуйтесь тем моментом, пока не подключено и все прочее. Это время все пройдет, а у вас уже будет развитый канал, и когда вы подключите рекламу, у вас уже будет намного больше заработка, скажем так, чем ожидалось. Никто никогда не позволял свой труд брать и заработать деньги. И я всем объяснила и сказала, делайте оригинально, возьмите мои работы, сделайте какие-то интересные клипы с моим голосом, пожалуйста. Я же вам дала возможность, то есть делать все то, что вы считаете нужным. Естественно, не загружайте политические темы, для них есть отдельные каналы, на отдельных каналах загружать. Почему? Во-первых, потому что могут забанить ваш канал, и во-вторых, потому что вы все-таки должны донести мои работы больше.
Ну, можете определенные беседы, но смотрите сами. Далее. Просьба еще раз, кто ведет дочерние каналы, пожалуйста, ведите грамотно. Если не можете, не умеете, ничего страшного. Спрашивайте, как правильно загружать, как назвать. Название не берите у основного канала, аватары тоже. Закрывайте, пожалуйста, форумы, закрывайте обсуждения, все дочерние каналы. И из дочерних каналов не пишите нигде, чтобы люди не путались. Не все же знают, что это дочерний канал. Кто-то может подумать, что я там где-то кому-то пишу, понимаете? И далее, и для новых зрителей. Там, где форумы закрыты, это дочерние каналы, поэтому они закрыты. Не потому, что кто-то кого-то боится, а потому, что дочерние каналы должны просто показывать мои работы. Там не должно быть обсуждения. Они не должны от моего имени что-то кому-то отвечать. И путать людей, потому что вы не знаете на самом деле мой ответ, что бы я сказала. И потом иди докажи, что это не я говорила, а кто-то из дочерних каналов. Я надеюсь, что все поняли. Итак, перейдем. Первое, что я хочу показать, это книга «Черного кота». Это книга для практиков. Немного содержания вам покажу. Вот. Оформляет Яна Полухина. Мы пишем ту цифру, то есть ту дату, когда первый раз книга была издана. И дату не меняем. Чтобы не было путаницы, это так, на всякий случай, на будущее, сколько нас воруют и забирают моих работ. Недавно еще одну мадам услышала, которая рассказала историю моей жизни об этом сверкающем шаре, который спустился. Я это рассказывала. Вы знаете, как смешно вот просто в биографиях читать мою биографию, которая присвоена. Я вам скажу только одно. Раньше я злилась, а сейчас спокойно к этому отношусь по той причине, что я понимаю, что не принесет это им успеха. Вот не твое это. Если это не твое, значит, тебе не дали и энергию для того, чтобы это продвигать в массы и как-то вот на этом сделать имя. Отношусь спокойно. Но для таких случаев, чтобы потом там, знаете, разборки будут или что-то еще насчет воровства моих работ, чтобы просто было написано, когда это было издано. То есть сворованные в 2020 году, да, никак не может быть их работой, если это уже издано в 2018 году. Вот почему мы оставляем ту же самую цифру. Это для практиков. Помощь и защита. Мы здесь все разделили. И по нашему примеру тоже начали издавать книги. И опять же говорю, такого успеха у вас никогда не будет, и не надейтесь. Нужно самим идти по жизни, а не копировать кого-то, господа. Так, помощь и защита. Денежные заговоры. Порчи и наказания и так далее. Здесь мои алтари, как правило, там, где для практиков мои работы. Маленький альбом такой. Вот. Я свою фотографию внедряю не для того, чтобы постоянно там... Это не самолюбование, а просто чтобы люди видели, что это живой человек, что он действительно есть, что это не команда людей, которые под именем одного человека издается. Часто сейчас такое делается, понимаете? Выберут одного человека, и под его именем там целая команда собирается, или наоборот. Поэтому я показываю для желающих видеть автора. Вместе с книгой «Черного кота» была книга «Белого кота». Это для всех. В моих книгах я начала издавать тайные ритуалы. Ритуалы, которые нельзя открыто выставлять. По той причине, чтобы люди, во-первых, необдуманно не взяли, не провели раскрещивание, соединение со Вселенным, там, отсечение от рода и так далее. Понимаете? Вот необдуманно просто. И второй момент, каждый человек должен к этому дойти сам.
он должен стремиться приобрести этот ритуал, и он должен к этому идти, к этой цели. Оно не должно ему достаться просто так. Потому что так нужно, потому что есть вещи, есть работы, которым нужно идти, как к этой цели. Это как жертва богам. Я уже об этом говорила и объясняла. В этой книге «Раскрещивание белого кота». Вот примерно. Ну, если у вас есть желание, вы можете набрать, значит, «Ведьмин изба» сайт, раздел «Книги», и там есть заглавие, содержание, точнее, всех работ. Здесь есть раздел, значит, безмолвная магия. И Яна здесь провела огромную работу, потому что она разделила на все случаи. Это непросто. Очень кропотливо относиться, потому что нам не стыдно за свои книги. Они очень профессионально составлены, и работы очень достойные. Вот это самое главное. Ну, что вы хотите? Больше 8000 работ насчитывается. Это непросто. И они все глубокие, и все сильные работы. Это знаете, какая энергия, жизненная сила должна уйти, чтобы человек это все создал? И подарил, между прочим. Дальше. Помощь сил, чистки, защита и так далее. Вот. Здесь объяснение полностью. То есть в новой книге есть альбом. Это первое издание. А после уже мы внедрили небольшой альбом. Так что этому из первого издания у меня, я новое еще не брала у нее. Времени нет. Хотя мы живем полшага друг от друга, но вот нет времени, понимаете, на себя. «Сапожник без сапог». Это одна из моих любимых книг. Она была создана, именно собрана. Они все уже были, эти лекции и все прочее. Собрана она была очень быстро. Но я вот решила так и оставить. Больше не затрагивать. Есть еще глянцевый вариант. Опять же, глянцевый у меня где-то лежит. Я никак не возьму в руки. Но вот это первый был вариант. И там тоже есть маленький альбом. Немножко по-другому. Это самое первое издание. «Колдовство». Это больше практика. Здесь есть, конечно, и заговоры для практиков. Но здесь больше, как вам сказать, теоретическая часть объяснения, потому что ведьма, она не только должна порчи снимать и все прочее, она должна еще знать, что это такое, откуда это приходит, почему так происходит, различного вида печати и все прочее. Понимаете, это все очень, очень важно. Далее. Еще одна книга, любимая зрителями. «Магия жизни». Вот. Тоже в 2018 году была издана впервые, и с тех пор как бы и издается. Вот. Здесь маленький, альбом наших зрителей. Алтари. Очень красивые алтари, необычные. Вот видите? «Яд и противоядие». Это книга, ритуалы которых я не показываю, то есть открыто. Это сильные порчи и их снятие. Нагнать и снять, понимаете, извести род и чистка рода, печать Мары, снятие и все прочее. Нужно ли это простому человеку? Может быть. Может, когда-нибудь, хотя у всех практиков свои методы снятия, но может, когда-нибудь, знаете ли,
Встретится практика, а вот может знаний не хватить и что-то еще, и возьмет, сделает. Или просто подарит этому человеку. Хотя еще раз предупреждаю, их очень мало, настоящих практиков. Очень мало. Вот, щит от врагов. Яна всем отправляется этой печатью. Это печать это моего рода. Герб некогда Аршакитов, потом Камсараканов. От них я веду свою родословную, поэтому лев. Лев наш тотем. Мне всю жизнь снятся львы. Так. Здесь в основном защита и наказание. Защитить себя и отомстить за себя. Или призвать к справедливости Вселенной. Алтари наших подписчиков. Вот. Это чистки. И прочее, прочее. В основном. Можете открыть, посмотреть, как мы справились с врагами, и вы увидите, какие результаты дали эти работы. Это армянская книга судьбы, Вичак. Участь переводится. Какова моя участь и так далее. И я воссоздала, восстановила традицию, древнюю традицию Вичак, когда по книге, этих книг было очень мало, и были в особых семьях, собирали по всему селу, в селениях рождалась такая традиция. У каждого что-то собирали, у кого-то украшения, у кого-то браслет и так далее. И оставалось это на ночь. На следующий день шли, садились все, вот они вытаскивали, значит, предметы или украшения этого человека и начитывали судьбу этого человека. И мне, сколько мне было лет? Наверное, лет 12. Я тоже поучаствовала в таком Вичаке. Мы собрались, и мне сказала книга, что я буду жить в большом городе, что я буду уважаема, и что я всю жизнь проживу в благодарности и в поклонах людей. Все посмеялись, потому что мне было 12 лет. Они, поклоны, уважение, большой город, богатство. И я тоже всерьез не восприняла, но порадовалась, что мне ничего плохого не сказали. Вот. Мама отдала за меня, за сестру, по-моему, цепочку какую-то, как от меня, и за сестру, по-моему, серьги. Сейчас не помню, такие, с бирюзой, что ли. Но они вытаскивают, говорят и отдают предмет обратно хозяину предмета. И вы знаете, прошли годы, и вот сейчас вспоминаю вот это предсказание, а ведь она мне правду сказала полностью. Сказать девчонке 12 лет, сельской школьнице, что ты будешь в большом городе, уважаемо, тебя будут знать много людей и так далее, мне кажется, для наших детских мозгов тогда это звучало смешно, фантастика. Каждому из тех ребят, которым был, по крайней мере, сколько я помню, у всех все сбылось полностью. У каждого. Особенно я помню судьбу одного парня, который рано погиб. И книга сказала, что твоя любимая будет искать тебя и будет искать тебя среди могил. Он помрачнел, конечно, ему стало нехорошо, но потом мы все сказали, да не бери ты в голову, это же просто игра, там, несерьезные вещи. Вообще не надо такие вещи читать, если видите, что плохое не надо человеку говорить, поругали там и так далее. И он, может быть, забыл, может, нет, но, по крайней мере, он рано погиб. И это правда, к сожалению. Так, смотрим дальше. Значит, как работать с этой книгой? Полностью объясняется. Оживление духа перед тем, как заклинание оживить книгу. Отвечает не книга именно, а дух через книгу.
Для чего эта книга? Для того, чтобы люди, каждый там, например, какие-то незначительные вопросы или, может быть, судьбоносные, ну, не писали меня, беспокоили или там кого-то там искали, а именно вот с помощью книги, которую я создала и объяснила, как пользоваться. То есть я вам дала заклинание, я вам дала заклинание, как призвать этого духа и вопрошать. И как потом благодарить. Вот обращение книги, потом заговор благодарения за ответ, да, когда вам ответ дали. И, собственно, ответы, основные ответы жизненные, которые необходимы человеку, чтобы человек оживил книгу, спросил, что хочет узнать, поблагодарил и следовал этой книге. И все люди, у которых эта книга, собственно говоря, была и есть, они все говорят, что полностью все, что там сказано, так и сбывается. То есть она как будто видит всю ситуацию. Вот. И это вот картина, это рисунок Яны. Это она не взяла, это не интернетные, не скопированные там, скажем так, фотографии. Это ее полностью ей сделанные. И как будто судьба сама смотрит тебе в глаза и отвечает. Вот, это в армянской традиции Вичак. Хочу единственное сказать, эта книга должна быть только ваша. На этой книге я никогда не ставлю подпись. Эта книга должна быть только твоя. И если в семье кто-то хочет что-то спросить, должны прийти к тебе, ты должна. Это книга одного хозяина. Нельзя эту книгу дарить. Нет, дарить можно, свою нельзя. Нельзя, чтобы в семье, например, все эту книгу открывали, смотрели. Не обязательно, чтобы вы всем купили эту книгу, сколько у вас в семье людей, столько книг. Нет. Но когда нужно узнать вопрос то есть ответ на вопрос, опять неправильно, вы должны попросить того человека, кому эта книга принадлежит, через него узнать. Ну, вот так вот открываем. Видите, что мне сказала она? Жди заветную весть издалека. А я знаю это к чему. Да, она просто вот сказала мне, что у меня сейчас будет в скором времени. Вот эту часть книг уже показали. Давайте пойдем далее. Угу. Книга «Мудрый ворон». Это книга и как символ года. Я не просто так назвала, не случайно. И это недавняя книга, то есть недавно была издана, да, последняя книга. Здесь тоже тайный ритуал. Сейчас, в последнее время, в книгах я внедряю тайные ритуалы. Честно говоря, я уже здесь, насколько я помню, присоединение ко Вселенной. Потому что уже настолько сейчас загружено, что я знаю, что их несколько, а которые в какой книге, вот честно, вот даже я сейчас вам не уточню. Да, по-моему, присоединение со Вселенной. Так, вот таким образом оформлена книга. Если ты недоволен судьбой, прежде спроси, довольна ли она тобой. Здесь Яна внедрила мои мудрые высказывания. Это достаточно такая, скажем, немаленькая книга. Это алтари наших подписчиков. Можете свои алтари отправлять Яне, она их собирает. И самые красивые, самые достойные потом просто будем внедрять в книги. Смотрите, какая красота. Вот так люди уважают силы и богов. Вы знаете, когда я стала украшать статуи богов, начала с фортуны и так далее. Да, я как историк изучала, что статуи богов, они украшались золотом, серебром. Но в тот момент мне не эти мысли пришли в голову. Я просто стала ее украшать в благодарность за все, что она мне
дала. Вот все, что мне приходило, красивое, достойное, я вешала на ее статуэтку. Потом я вспомнила, что я ведь изучала, что вот статуи богов, они украшались. Понимаете, это подсознательно дается тебе. Даже если у тебя есть эти знания, в этот момент они, собственно говоря, приходят именно на подсознательном уровне это все. Это потом ты вспоминаешь и знания, и приумножаешь эти знания и все прочее. Вот вся эта красота – это наши зрители. Я вот смотрю иногда алтари некоторых магуик, думаю, а у нас зрители намного достойнее и красивее делают, чем многие объявившие себя ведьмами и колдунами. Вот, это недавняя книга. Пойдем далее. Дом, полная чаша. Вот. Защитить себя, семью, на здоровье. Далее. Полезные ритуалы для хозяйства. Да? Значит, обращение к силам. Чистки. Вот. И здесь тоже есть ритуал, который очень важный, нужный, но который нельзя как бы открыто показывать, поскольку, ну, уже объяснила почему, чтобы просто не брали, не делали от балды. Вот, насколько я помню, это отсечь себя от прежних связей. Это, если я не ошибаюсь, это раскрещивание должно быть. Ой, развенчивание здесь. Мне надо самый этот список, чтобы я помнила, в который мы внедряли, потому как столько работ, что я уже, знаете, могу и запутаться. Но в любом случае там все написано в изучении книг. Вы можете посмотреть. «Семейный очаг». Это тоже одна из любимых книг наших зрителей. Он издан в 2017 году первый раз. И до сих пор переиздаем постоянно. Вот. Это ритуалы для семьи. Есть некоторые, которые я еще... То есть я не снимала, потому что у меня не было на это времени. Но они пускай так и будут, только в книге. Здесь тоже небольшой альбом наших зрителей. Вот. Такая вот красота. Пожалуйста. Пойдемте далее. Значит, «Живи богато». Есть старый вариант «Живи богато». Они не сильно отличаются. И содержание все одно и то же. Никакой разницы. Но единственное, что мы немного чуть потемнее сделали, чуть-чуть фоновый такой рисунок другой. Но содержание книги тот же самый. То есть ничего не меняется. Это в основном денежные ритуалы, обращение к фортуне и прочее. Это в основном денежные ритуалы, поскольку название уже говорит за себя. Так, опять же алтари. Вот такое уважение к духам вселенским, такое уважение к тонкому миру. Понимаете, друзья мои, что такое магия? Магия – это обращение к другому миру. Вот они нас видят, они нас слышат, и каждый раз мы обращаемся к ним за помощью. У кого-то нерешенная проблема, приходят к ведьмам, да, спрашивать, что, как быть. Вот хочет выйти замуж, боится, какие-то подозрения. Приходит узнать, стоит или нет. Хотя я не одобряю это, я считаю, что если хоть малейшее есть сомнение, это не твой человек. Когда это твой человек, ты никогда в жизни никуда не пойдешь узнавать. Согласны? Наоборот, ты избегаешь вообще любого разговора о том, твой, не твой, потому что ты боишься, что скажут что-то такое, чего тебе не понравится, а ты ужасно не хочешь с ним расстаться.
Ну, вспомните себя, когда вы любили человека. Все говорили, ну, не твой человек, ну, не подходит, а вы там всех посылали, не ваше дело, я сама разберусь. Почему? Потому что вы любили и не хотели расставаться. Даже если понимали, что, может, они и правы, но я не хочу. Я хочу, чтобы этот человек был в моей жизни. Понимаете? Поэтому, когда идут узнавать, мой, не мой, уже говорит о том, что не твой. Иначе бы у тебя не было даже сомнений внутренних. И не ходила бы ты никуда узнавать. Откройте мою лекцию «Судьба, доля, рок, доля». Или рок, доля, судьба. Не помню, как я назвала. Там все по очень по полочкам разложено и сказано. Вот эта книга, друзья мои, вот это вот переизданный вариант. Потому что здесь издали как могли. Это самое первое издание. Небольшой был тираж. Такой уже не издаем. Такого типа. Если где-нибудь встретите, это подпольно нам сообщите. И такой тоже, такую книгу тоже мы не издаем. Мы хотим переиздать эту книгу в другом, то есть по-другому. И сделаем скоро, пока еще руки не доходят. Вот это самые первые мои книги. Ну так, как смогли, так и смогли. Называется издательство, ну вот, стыдоба, если честно, как смогли, с ошибками, там, с неточностями. Вон, Инга Хосроева А. Видите? Не проверив ничего, мерзко. Взяли, конечно, люди, они очень хотели моей работы, но я не считаю, что издательство должно вот так вот позорно издавать. Поэтому к ним уже нормальные люди не обращаются. Я уже знаю, что они как-нибудь перебиваются. А другого у них и не должно было быть. Так что вот эта вот книга теперь вот так издана. Так, ритуалы для всех. Так, смотрим. Вот, живи богато. Полезно каждому. Защита. Защита, значит, для здоровья нужны ритуалы и прочее, и прочее. Так, здесь тоже альбом внедрили. Вот. В основном в новом варианте у всех эта книга. Потому что в старом варианте там основное количество было роздано. Там, может быть, штук 50 или с чем-то на руках у людей. Я переиздала сразу же. То есть не сразу, имею в виду, я уже начала другие издавать, а это потом переиздала. Так что здесь один был тираж и все. Больше я такого типа не издавала. Так. Давайте. Показываю альбом. Все, не открывается, ладно. Вот эта книга. Это то же самое, не хочу показывать. Это первые тиражи. Вот мы переиздадим эту в новом формате и будет совершенно по-другому. Без ошибок, без ничего. Но переиздадим. Сейчас этой книги пока нет. Это для практиков. Да даже, по-моему, Гися тут разжевала, сволочь маленькая. Так, следующая книга. Золотая книга. Очищение, обряды, ритуалы для достатка и привлечения денег. Далее. Ритуалы на удачу. Так. На продажу и торговлю, на богатое ладное хозяйство и прочее. Так. Здесь есть тайный ритуал. Это развенчание, объяснение и прочие естественные ритуалы. Здесь опять мои мудрые высказывания Яна сюда перенесла.
Ведьма открывает перед человеком возможности, все двери и запреты. И задача человека эти возможности взять. Так. Далее смотрим. Смотрите, какие красивые, богатые алтари. Это с такой любовью делается. Человек не может, не уважая силы, вот так стараться. Это целый час раскладывать, делать и просить. И почему человек это делает? Потому что у человека это работает, понимаете? Если бы это не работало, никогда в жизни человек бы так не старался и так красиво не оформлял. Он бы просто тяп-ляп что-нибудь почитал, а не работает, все забыл и до свидания, и дальше пошел. Только когда у человека срабатывает, только когда человек видит эти результаты постоянно, он с любовью это делает. То есть он понимает, что это даст результат. И чем больше он будет вкладывать силы, любви и так далее, тем больше он получит. И вот все эти алтари, все эти деньги, все эти красивые там украшения, вот все, что вы видите, это все дали им именно вот эти вот заговоры, ритуалы. Понимаете? Поэтому они вдохновлены этим всем. Человек любит поклоняться своим богам. Человеку нужно поклоняться своему божеству. Это необходимость. Чувствовать себя не одиноким во Вселенной. Что кто-то тебя слышит, кто-то помогает, кто-то отомстит, если тебя ни за что обидели. Человеку это необходимо. А задача ведьмы – научить человека, как правильно обращаться к этим богам и как получать от них помощь. Вот и все. Я научила, дальше уже они сами видят, сами знают, сами изобретают, сами там вот фантазии не имеет границ. Смотрите, каждый из них что-то красивое делает и получает от них. Поэтому люди, которые отрицают, предположим, религии, вот это неправильно, не ходите, хорошо, все поняли. А альтернативу какую ты даешь, а замену какую даешь? Все, туда не ходите и забудьте про все на свете. А как жить человеку на этой земле? Кто ему поможет? Он же почему к религии прилипает? Почему он туда идет? Там ищет помощи, ищет совета, ищет справедливости, в конце концов. Если ты отрываешь его оттуда, дай ему замену. Замену настоящую, сильную замену, которая действительно будет ему помогать. Если ты не даешь эту замену, он не может в пустоте жить. Ему это нужно, у него духовный голод. Так, еще одна книга. Вот это колдовской алфавит, я об этом говорила. По крайней мере, в мире известны 6, вообще 13, говорят, но 6 самых известных колдовских алфавитов. Вы много знаете народов, у которых есть свой алфавит? А у ведьм и колдунов были свои алфавиты. Для того, чтобы суметь, это тайнопись, чтобы скрыть свои заговоры, свои намерения, когда их преследовали. Вот, это мое одиночество в этом мире. Оно, по сути, так и есть. Потому что, как бы там ни было, все равно ведьмы, колдуны, они одинокие люди. Одинокий имеется в виду, что мне дано видеть то, что мало кому дано, и я мало с кем могу поделиться, чтобы меня не приняли за сумасшедшую, понимаете? Власть. И называется это «Тайная власть». И это очень хорошая книга для тех людей, которые давно практикуют, которые практикуют действительно, для которых магия – это часть их жизни – и они хотят иметь власть. Власть над болезнью. Это суметь обновить, суметь переклады делать, суметь, значит, спасти человека, вытащить, вытянуть и так далее, да? Власть над властимущими. Выиграть суд, заговорить от бед, закрыть рты недовольным. Это не только себе человек делает, это делает для тех людей, которые к нему обращаются. Власть над денежной силой, власть над духами, вот, власть над колдунами и людьми, ну, теми, конечно, кто слабее тебя, ритуальная часть, власть над порчами. Дальше здесь должен быть альбом, если я не ошибаюсь, а может в этой книге его нету.
Нет, в этой книге его нету, это для практиков. Дальше, скоропомощники. Мы еще готовим, но заранее не буду говорить. Скоропомощники мы издали вот такими маленькими книжками, как записная книга, для того, чтобы людям было удобно носить. Это ведь скоропомощники, то, что быстро помогает. После меня все начали сдавать скоропомощники, детские скоропомощники, детские, знаете, считалки там. Вот проехал автобус, будет счастье и не знаю чего еще. Снег пошел, или что там, снег идет с утра, и клиент придет в обед. Что-то в этом, вы понимаете, детский сад. Магия это не рифмы, чтобы один с другим совпал. Магия это реальная работа, это сильные слова, это древние заклинания, которые, может быть, и кажутся маленькими и простыми, но они очень сильно работают. Они не эти, знаете, скороговорки какие-то. Уси-буси, гуси-гуси. Вот это первый скоропомощник, который мы издали. Вот смотрите, например, почему говорю, что он такой должен быть маленький, вместительный и удобный носить в сумке. Вот недавно была в Якитории с детьми, и там девушка подошла: ой, здравствуйте, узнали. А я так хотела когда-нибудь вот вас увидеть здесь. Они знают, что я здесь живу поблизости, и вот она меня увидела. Я говорю, вот как раз давайте я вам подарок сделаю. У меня всегда есть какая-нибудь скороговорка в сумке. Ну, чаще сейчас не знаю, есть или нет. Я вспомнила, что он у меня есть, и я вот подарила ей скороговорку. По-моему, вот... Ой, да-да-да, скоропомощник. Да что я говорю, скороговорка. Ужас. Про скороговорки шла речь, и в голове осталось, извиняюсь. Скоропомощник, конечно же. Вот. Вот удобно и носить в сумке. То есть, вот смотрите, стать невидимкой. Вот начитать, чтобы незаметно пройти. Вот вы опоздали на работу, быстренько прочитали и прошли. Или ночной страж. Это когда вы поздно возвращаетесь и боитесь. Или вы дома одна и испугались от внезапной боли. То есть то, что не требует ни алтарей, ничего-то, ни какой-то подготовки. Просто призвать на помощь и получить эту помощь. Вот скоропомощник, быстрый помощник, да, быстрая помощь. Вот духи. Поэтому и изображаем. Тот, который быстро приходит и помогает. Второй скоропомощник у нас. Здесь уже на разных языках. Вот грузинские скоропомощники, скоропомощники вуду, армянские скоропомощники, шаманские. Шаманских нету, то есть я не снимала, они только в этой книге. Казалось бы, почему на разных языках? Объясняю, у каждого языка своя сила, своя энергия. Понимаете? Во-первых, потому что у меня разноязычный, да, наверное, так правильно, разнонациональная вот у меня публика. И каждому свое тоже, с одной стороны. А с другой стороны, вы можете на другом языке это все произносить, потому что у каждого языка есть своя энергия. Так, скоропомощник, это третий скоропомощник. Давайте еще раз. Монгольские скоропомощники, властные заговоры для подчинения людей. Вот вы идете, чтобы они сделали, как вам хочется, да? Так, вот читаю, вот. Не буду произносить, с некоторых пор YouTube блокирует вообще любое такое слово. Идиотизм, конечно, но ничего не сделаешь. Их правила. Опять же, греческие скоропомощники, скоропомощники на фарси, да, вот могучие слова характерников, скоропомощники на иврите, грузинские спасительные заговоры. И следующее. Скоропомощники, это уже 5-я часть. И снова и опять шепотки, скоропомощники, вот, на гавайском цыганские денежные шепотки, скоропомощники на африкаас, вот, на фарси и так далее. У нас 5 скоропомощников. Символическая цифра будет 6. Ну, всему свое время. Не будем торопить время. Так вот, я вас ознакомила
с книгами, да, и со скоропомощниками, то есть маленькими книгами и большими книгами, основными работами. Теперь хочу показать то, для чего снимаю, собственно, этот видеоролик, обновление всего этого. Так, друзья мои, издана новая книга «Ключ, замок, язык». Здесь тайная дверь. И вот замочная скважина, откуда вы смотрите, видите тайный мир. Понимаете? То есть то, если так объяснить, оформление, символичность этой книги состоит в том, что вы через вот эту вот потайную дверь видите то, что дано видеть не всем. Вы же, когда обращаетесь к этим силам, вы когда их просите, когда они вам помогают и все прочее, то есть вы же видите результат, но вы видите такие тайные вещи происходящие, которые не всем дано видеть. Но вы-то знаете, почему так произошло, например, на вашей работе, почему сняли директора, который вам надоедал, да, почему наказали вашего врага, который делал вам зло, почему выиграли суд, хотя шансов не было. Для всех это непонятно. Но вы-то знаете, что вы заглянули в эту тайную дверь, да, замочную скважину. То есть вам позволили эту потаенную дверь открыть и увидеть то, что дано не всем. Вот. Потом основные, да, тезисы, основные вот заключающие, закрывающие заговор слова ключ, замок, язык. Объясняю, что это такое. Ключ, то есть открываю то, что мне предназначено, закрываю обратно, то есть замок. Я закрыла, это мое, только я знаю. И язык, сила моего слова. Исполнить то, что я попросил. Вот. И здесь вот наподобие, то есть вот смотрите. Сейчас, прежде чем показать в книге, что находится, вот оформление следующее. Вот такое вот. Ключ, замок, язык. То есть потаенная дверь и ключ, который открывает эту дверь. И вы за этой дверью видите то, что дано видеть не каждому, а вам это дано. Это говорит об избранности человека. То есть вот для вас эта дверь открыта. Дальше. Здесь приводит Яна опять мои слова. Как жить с болью? Как пережить предательство? Как перенести одиночество? Как подниматься среди зависти и вражды. И так до бесконечности. Будь сильным. Просто будь сильным и точка. Только так и выживают личности. Не задавай вопросы, не ищи причины, не терзай душу. Просто будь сильным. И иди вперед, без оглядки. Да, я говорила и повторяюсь, сильный человек не имеет права быть слабым. Потому что на сильных людях держится мироздание. Ради сильных людей боги прощают человечество и оставляют дальше жить. Поэтому сильный человек не имеет права оставлять людей, которые на него надеются. Открываем. Итак, я немножко тут отвлеклась, еще раз показываю. Защитные ритуалы. И тот самый тайный ритуал получить подсказку и спасение. Вы можете набрать на моем канале, послушать еще раз, о чем этот ритуал, чему он посвящен и что значит подсказка и спасение. То есть откройте, пожалуйста, тайный ритуал, получить подсказку и спасение. И там объясняется, при каких обстоятельствах этот ритуал нужно проводить. И опять же объясняю, почему я не оставляю в открытом доступе. У меня огромное количество работ, которые я подарила миру безвозмездно. Но есть работы, которые нельзя всем подряд дарить, к которым человек должен прийти,
которые нельзя просто брать и делать. Потому что я хоть и объясняю миллион раз, но есть люди, которые 2-3 дня сидят на канале, вот им понравился этот ритуал, взяли, сделали. А потом думают, а зачем, а как дальше быть? Хотя было сказано, что нельзя просто брать и делать. Вы должны долгое время изучить мой канал, чтобы знать, что к чему. Вот поэтому я решила такие ответственные, сильные работы просто так не отдавать людям. Они будут в книгах. Это раз. То есть ритуал тайны именно тот самый. Получить подсказку и спасение в самый тяжелый момент жизни. И этот ритуал нельзя делать часто, и он особенный. Он действительно помогает, но для этого нужно до этого ритуала дорасти, собственно говоря. Заслужить этот ритуал. И он только в книге, в этой книге. Вот. Ключ, замок, язык. А здесь альбом, алтари наших подписчиков. Очень красиво, замечательно. Для чего мы показываем? Во-первых, мы показываем, чтобы вы вдохновились, увидели, чтобы вы поняли, чего добились люди, проводя эти ритуалы. И, во-вторых, чтобы вы имели представление, как сами можете там организовать, да, свои алтари, как провести, чтобы вы просто имели представление, не запутались, не испугались, а правильно я сделал, неправильно сделал. Вот вам просто наглядный пример, как красиво можно оформлять алтари и как люди поднимаются, как они добиваются успеха, когда они постоянно держат связь с духами, обращаются к ним. Понимаете, друзья мои, вот в нашем тяжелом мире спасение только магия. Вот относитесь к этому серьезно. Я вам говорю, как на духу. Спасение только магия. Ни на кого сейчас надеяться нельзя. Ни на друга, ни на правительство, ни на близких, ни на кого. Если люди спасали своих детей из трудной ситуации, вытаскивали, они начитывали защиту. Если люди находили работу в то время, когда всех закрыли по домам, они начитывали заговоры, ритуалы. Если люди находили спасение в трудной ситуации, спасали свои жизни, особенно сейчас, в наше страшное время, каждые 100 лет это повторяется, вы заметили? Каждые 100 лет, как говорят, горе тем, кто родился в эпоху перемен. Вот мы с вами родились в эпоху перемен, и у нас самая тяжелая судьба. Вы представьте, 1899 год, да, предположим, и 1900 год. Как звучало для людей. Через много лет также будет звучать. Мы с вами будем как ветхие люди. Ну, для нас как бы так звучало дико, что человек родился в 1800 каком-то году и умер в 1900 в каком-то году. И мы думаем, вообще так, знаете, из века в век. А теперь представьте, в 1981 я родилась, да, сейчас у нас 2022 год. Представляете, мы точно так же переход из века в век. Это самые тяжелые переходы, которые можно... И в это время спасает только магия. Я даже не представляю, как выживают те люди, которые, например, мои работы не увидели. Это не бахвальство, это сочувствие. Потому что я-то знаю, что люди, которые увидели мои работы, их проводят, у них намного легче прошло это все. Они сохранили и себя, и имущество, и лучше живут, чем все вот в это трудное время. И я даже представить не могу. Поэтому я вам говорю, наше спасение – это обращение к силам Вселенной, к богам мироздания, понимаете? А я вас научила, я вам подарила огромное количество работ и лекций, чтобы вы их поняли и чтобы вы к ним правильно обращались. Пожалуйста, это все вам подарено. Это все есть в книгах, но до этого подарено вам. Что еще нужно делать для человечества? Что еще больше, чем возможно? Это дарить свой труд. Правда ведь? Просто подарить. А книги, взять вам эти книги, нет, это дело каждого. Тут вообще не имеет никакого... Вы знаете, это не условие. Вы можете мои книги брать, можете не брать, можете распечатать для себя, там начитывать, можете с канала брать, можете с телефона читать. Вообще никаких проблем не вижу.
То есть у меня нет определенных условий, что вот возьмете книги, я с вами буду дружить или нет. Нет, но я, как автор книг, я должна представить свои книги и показать вам. Остальное это ваше уже право. Далее. В другие страны, друзья мои, Яна уже не отправляет, если только люди там находят своих друзей, знакомых, через которых они, например, получают вот через Казахстан, через Армению, через еще какую-то страну, ну, в общем, другие страны, да, напрямую просто с почты обратно возвращает. Самое интересное, извиняюсь, оттуда приходят посылки нам, а отсюда посылки возвращают. Ну, через раз, знаете, русское лото. Может, дойдет, может, нет. Чтобы такого не было. Поэтому она, как бы, если вы найдете выход через кого-то заказать, то она вам отправит. А так, ну, невозможно просто. Надо немножко переждать, пока это время пройдет. Иного выхода нет. Ну, кому нужно, они находят выход, поверьте мне. Они просят, они через своих друзей, знакомых заказывают и забирают. Далее. По всем вопросам, связанным с книгами, еще раз говорю, обращайтесь к Яне. Она занимается книгами. Она знает, каким образом, она объяснит вам, она скажет. Вся информация о книгах хранится у нас на сайте. Можете зайти, посмотреть, какая книга о чем, на какую тематику и так далее. Хотя мы стараемся разнообразить. Мы не повторяемся в книгах. Это редкий случай, если там один и тот же ритуал, например, в 2 книгах может случайно там попасться. Сейчас уже и этого нет, уже исключается. Они все абсолютно разные работы, абсолютно уникальные, абсолютно не повторяющие друг друга книги. Вот, пожалуйста. Я еще работаю над книгами. Очень надеюсь, что в этом году я успею еще их издать. То есть мы уже отдали в издание несколько книг. И вот постепенно они будут выходить. Я буду, естественно, представлять их, показывать вам. Вот, поскольку это нужно, это мой долг, это моя работа, я обязана вам представить первую свою книгу. Всем удачи, всех благ. И не забывайте, если вы уважительно относитесь к мирозданию, то мироздание отвечает вам тем же. И запомните, что вам дали возможность, в отличие от многих миллионов людей, заглянуть в эту замочную скважину, где потаенная дверь и где есть то, что дано видеть не всем. Вот не всем. Не каждый человек в такое страшное время мог бы выжить. А вам дали эту возможность. Значит, вы должны знать, что вот вас выделили из стольких людей. Значит, нужно быть благодарным силам. А в чем заключается благодарность? Уважение к ним. Не забывать, что вы обязаны этим силам всем тем, что у вас есть сейчас. Не забывать. И всего лишь. Благодарить. Иногда зажечь благовоние, иногда поднести вино. Там не требуется миллионы, чтобы там сделать приятно или красиво оформить алтарь. Просто показать свою благосклонность и благодарность этим силам. Всем удачи и всех благ.